Однажды, проснувшись с утра, я захотел научиться торнадо кик. Насмотревшись видео в интернете, я начал разбирать технику выполнения. После тщательного математического расчета я понял, что для того, чтобы научиться быстрее, мне надо больше пространства. Вылетел на улицу и начал искать подходящую локацию для изучения. Обнаружил неплохое место. Начал убирать ненужные детали, которые могли бы меня отвлекать. И еще один немаловажный момент. Пол должен быть немного скользящий, дабы избежать травм при вращении. И конечно же, перед тем как приступить изучать этот элемент, давайте не будем забывать тщательно разогреваться. Больше уделяем времени для растяжки паховых мышц, так как при выполнении этого удара основная нагрузка ложится именно на эту группу мышц. С растяжкой у меня проблем вроде-то и нет, поэтому половину пути уже пройдено. Ну и не забываем о маховых упражнениях. После тщательного разогревчика чувствую, что тело готово творить историю. Я приступил к делу. Торнадо кик разобрал на 3 этапа. Первый этап – выбрать сторону, в которой будем делать само вращение. Этот этап не тяжелый. Все, что вам нужно сделать, это стать на месте и попробовать сделать 360 во время прыжка. Сначала пробуем через правое плечо, а затем пробуем через левое. Я думаю, вы почувствуете, в какую сторону вам будет легче всего вращаться. После отличного выполнения первого этапа переходим ко второму этапу. Второй этап, конечно же, немножечко посложнее. Здесь мы будем разбирать последовательность шагов, так как без понимания, как начать, вы не сделаете сам удар. Так как я буду выполнять удар через левое плечо, основной упор приходится на правую ногу. Здесь самое главное не спешить и делать все медленно, постепенно добавляя скорость. Итак, ребятушечки, теперь основной финальный этап, непосредственно сам кик. Пытаемся при ударе ногу тянуть ровно, а нога, которая стоит на полу, должна давать нам устойчивость. Ну и не забываем, что это должен быть удар, а не просто мах. Основное внимание уделяйте тому, чтобы держать линию и не смещаться на 2-3 шага в сторону. Таким образом мы начнем контролировать свое тело и попадать туда, куда нам нужно. Итак, собственно, после хорошего разогрева, когда мы уже стряхнули своими костями, можно переходить непосредственно к первым попыткам торнадо кик. Если его делать четенько, если его нормально научиться и отработать, можно попадать просто в цель. Не так, как этот парень. Поэтому, если ты так не хочешь, больше практики, больше тренировок. После энного количества попыток не забываем, конечно же, отдыхать. А пока я чилю между подходами, можете влипажить свой дико драконский лайкос и оформить свою драконскую подписочку, если вы еще, конечно же, не подписаны. А могли бы уже и подписаться. 4 года веду YouTube канал и все по пизде идет. Значит, смотрите, гонять воздух это хорошо. Я погонял. Вроде бы более-менее понимаю, как, что, куда. А теперь осталось как-то отработать, как я уже сказал, дистанцию, чтобы понимать вообще, буду я попадать или нет, или просто буду комаров отгонять. Значит, смотрите, что мы делаем. Находим цель, куда будем заряжать. Желательно, чтобы это не были какие-то травмоопасные мишени. Вот, к примеру, нашел подходящее место. И по росту подходит, и как раз под ногу ляжет мягко.
самое важное в этом всем, это просто-напросто контролировать дистанцию, потому что никто не хочет бить просто в воздух. Если мы уже хотим кого-то попасть, да, или куда-то попасть, стараемся рассчитывать свои шаги. На данный момент это самое такое тяжелое, потому что нужно понять, насколько мне надо сделать длинный первый шаг, насколько выпрыгнуть, как завести ногу. Короче, сейчас пробую чисто почувствовать этот момент. И тут уже даже прохожие начали не выдерживать и решили мне показать мастер-класс. Растяжку оценил, но удар мне не подходит. Это не торнадо. Нам надо торнадо-кик! Божечки! Понятно. Не знаю почему, но много ударов просто улетело в космос. Я уже начал думать, может, я вообще не достаю. Проверил, все в порядке, можно продолжать. Уже получается что-то. Осталось немножечко еще откорректировать дистанцию и, в принципе, можно сносить головы. И тут, спустя дохерища множество попыток, у меня начало наконец-то получаться. Я был счастлив как слон. Конечно, ребят, большая разница листву с деревьев сбивать и головы с плечей сносить. Это, конечно, две большие разницы. Если в вашей жизни станет момент, что вы захотите проэкспериментировать и попробовать это в уличной драке, я не знаю, попадете вы или нет, здесь реально есть дофигища множество различных факторов. А, конечно же, если у вас есть возможность решить весь конфликт словами, лучше не переходить к драке, а все решить вот так. Пам-пам-пам, пам-пам. Все. Ну а так, чисто для себя, для саморазвития можете научиться. Если видос был полезен, лайкос, липаж. И еще одна заряженная пушечка залетает. Голова улетела. И после того, как я научился торнадо-кик, я его крутил везде. В отеле, на площадке, везде, где была возможность закрутить торнадо, я закручивал. Каждый комментарий я читаю, на все комментарии вы получите от меня ответ. Поэтому подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить новое дикое драконское видео. С вами был Дикий Дракон Дмитрий Чаплинский. Всем спасибо и всем пока.